обрезков ткани. В основном это трикотаж. Я их перебрала. И вот выбрала такой кусочек. И вот такой серенький тоже, однотонный. Вот это доливаем, вот это поперечное. Ну, я так подумала, что они подойдут друг к другу. Будем считать, что ткани компонируют. И здесь выйдет футболочка для маленького мальчика. Футболочка и брючки с отделкой. Вот по длине проходит выкройка. Где взять выкройку, найдете в описании под видео. Нужно сделать полностью цветную футболочку. Отделка по рукавам или по вороту вот из этой серой ткани. Можно сделать комбинированную футболку. Спинка серенькая, перед такой. Рукава можно серые, можно эти. Я это делаю для того, чтобы это было не так скучно, хотя выйдет полностью. Футболка выйдет полностью из этого. Так, тогда я из этой цветной ткани выкрою перед, спинку и рукавчики выкрою из этого серого. И штанишки тоже сошью из него. Когда будем здесь выкраивать, здесь надо 1,5 сантиметра срезать. Это у нас будет обтачка. Обтачку мы будем кроить отдельно. И она сюда еще добавится. С передней части срезаем. И со спинки срезаем. Снизу оставляем 2 сантиметра, везде по 0,7. Передняя часть у нас готова. Теперь выкраиваем спинку. Так, поскольку я хочу сразу к этому костюмчику сшить еще и брючки, вначале я выкрою брючки, а брючки хитрые, а потом из остатков уже выкрою спинку. Так, брюки я хотела бесшовные, бриджики. Поскольку я хочу в обтяжечку сделать, их можно заузить. Такой ширины хватит. Вот по этой линии мы будем их стыковать. Снизу 2 сантиметра, везде по 0,7. Выкройку брючек можно снять с любимых штанишек вашего ребенка. Аккуратненько разложить на столе и обвести. Я вначале хотела кусочек штанишки, нижнюю часть, вставить вот такую вставку. Но пока что хватает. На какой-нибудь следующей модели сделаем. Штанишки выкроили, бриджики. Отложим. Спинка.
выкройка рукавов. Обычно рукава в трикотажных футболках абсолютно симметричны. Спинка спереди. Но в данном случае выкройка вот здесь вот немножко больше прогиб. Это передняя часть. Здесь ставим метку. Можно приступать к пошиву. Вот у нас спинка, вот у нас полочка. Складываем лицевыми сторонами друг к другу. И теперь прострачиваем. Можно на машинке, на обычной, либо трикотажным швом, либо мелким зигзагом. Можно на оверлоке. Прострочила плечевые швы. Обязательно надо проутюжить. Ну, плечевые швы по традиции заутюживаются на сторону спинки. Теперь, пока нам не мешает ничего, ни рукава, ни сшиты, пришьем сразу обтачку горловины. Так проще всего будет. Складываем. Совмещаем плечевые швы. Вот серединку мы здесь пометили. Эта метка нужна будет для пришивания обтачки. Здесь тоже надрезаем, делаем насечку. Теперь нам надо промерить. Размер горловины. Ставим сантиметр на ребро. По линии пришива, то бишь отступив 7 миллиметров от края, прикладываем сантиметровую ленточку и измеряем. Так, у меня получилось 21 сантиметр. Это у меня. У вас совершенно другая величина. Теперь сразу находим середину этого отрезка и ставим метку. Для чего я это делаю, увидите чуть позже. На этой половинке и на этой. Насечка. Если обтачка в готовом виде у нас от 1,5 до 2 сантиметров, давайте 1,75, значит умножаем на 2, это 3 сантиметра плюс 2 сантиметра, это 2 припуска на шов, 5 сантиметров. Длина горловины у нас 42 сантиметра. Длина горловины 42 сантиметра. Обтачка шьется на 10% меньше. 42 минус 10%, это 37,8. 37 с половиной возьмем. И плюс 2 сантиметра припуск на шов. Получается 39,5. И ширина обтачки 5 сантиметров на 39,5. Я должна выкроить вот такой деталь. Причем 5 это по долевой, это по поперечной. Вкладываем лицом вовнутрь и зашиваем в кольцо. Сшила в кольцо, сложила вдвое и прогладила. Теперь делим на 4 равные части. Это делается для того, чтобы нам равномерно это вшить в горловину. Складываем вот этот шов с этой меткой. Получается еще одна метка. И с этой стороны. Теперь
нам надо соединить метки на обтачке с вот этими метками. Чтобы, ну, лично я предпочитаю делать шов посередине спинки, соединяясь меткой по центру спины, скалываю. Это соединяем с серединой переда. Это метка здесь сбоку. Теперь нам надо натянуть обтачку до размера горловины и еще раз скалывать. Вот таким образом достигается равномерная посадка горловины. Если здесь вот маленькая горловинка, поэтому обошлись таким количеством булавок. Если большая горловина, большой объем работы, тогда еще промежуточные точки делаются. И пришиваем. Прострочила. Вот хвостик нитки нам надо заправить в ярлычную строчку. Можно делать при помощи крючка вязального, можно иголку с большим ушком. После того, как пришили, обязательно сразу все это проутюжим. И сверху сутюживаем, снизу разутюживаем. Ой, здесь увеличиваем размер, здесь уменьшаем. Теперь будем пришивать рукава. Там, где вырез побольше, конкретно на этой выкройке, где вырез побольше, это перед. Стало быть, это сюда. Этот рукав у нас идет сюда. Рукав беспосадочный. Это означает, что длина оката рукава равна размеру проймы. И пришивается такой рукав очень просто. Вот у нас меточка, соединяем с линией плеча. Вот когда все скололи, пришиваем рукав один и второй. Пристрочила. Левый, правый. И обязательно сразу надо проутюжить. Складываем лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем вот этот шов, где пришивали рукав. Совмещаем боковые швы. И одним швом прострачиваем. С одной стороны и с другой стороны. И сразу же проутюживаем. Вот штанишки выкроили. У меня есть явно выраженное лицо изнанка, поэтому я не перепутаю. Бывает так, что на двухсторонняя ткань. Тогда одну деталь сворачиваете в эту сторону, другую в эту. Дабы у вас не получилось две одинаковых детали. Сворачиваем. Скалываем по этому шву. И прострачиваем. Прострочила, прогладила. Теперь делаем следующее. Выворачиваем
одну деталь. Одна на изнаночной стороне, другая на лицевой. И та, которая на лицевой стороне, вставляем внутри этой лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем шов. И теперь прострачиваем и проглаживаем. Вот. Все, бока прошила. Теперь, выяснилось так, что спинка у меня чуть длиннее. Сейчас я ее выровняю. Осталось подшить только низ и рукава. Подшивать их очень удобно двойной иглой. На обычной швейной машинке двойная игла с лицевой стороны прострачивается здесь и здесь. Но на данный момент получилось так, что у меня эта иголка сломалась, поэтому я обычной игла обязательно должна быть для трикотажа. Супер стрейч. Выберу трикотажный шов, подогну и прострочу этим трикотажным швом. Тоже будет смотреться хорошо. Сейчас я прострочу, и футболочка у нас готова. Ну все, футболочка. Рукава подшила. Низ обработан. Подшила и обязательно проутюжили. И получилась вот такая чудная футболка. Штанишки померила. И решила сделать их немножко покороче. Таким образом. Отрезаем, подворачиваем и пришиваем либо двойной иглой, либо трикотажным швом на машинке, но обязательно трикотажной иглой. Супер стрейч. Здесь нам надо выкроить поясочек. Он у меня будет сшивной. Длина поясочка равна длине у нас по талии, а ширина поясочка, вот я взяла для детских изделий, я покупаю вот мягкая такая резинка, она даже если будет туговато, она не будет давить ребенку, передавливать животик. Это мягко тянется, такая легкая, мягкая, эластичная. Померила прямо на ребенке, отрезала столько, сколько надо. Все, теперь вырезаю две полоски длиной каждой вот по половинке. Плюс 2 припуска на шов, а по высоте это будет так, резинка у меня 2 сантиметра, поясочек двойной, значит 4 плюс 2 припуска на шов 6 сантиметров, и еще 1 сантиметр я всегда даю для того, чтобы резинку легко протолкнуть. 7 сантиметров, поэтому у нас полосочка будет ширина вот этих брючек на 7 сантиметров. 2 выкраиваем и сшиваем в кольцо. Вот 2 половинки. Одну сшиваю полностью, вторую до середины, чуть больше, чем середина, и припуск на шов. Оставляем здесь открытая, незастроченная часть, через которую мы будем вставлять резинку. Поясочек я сложила вдвое и загладила. Теперь нам надо поясочек разделить на 4 равные части, поскольку у меня сшила из 2 одинаковых половинок. Складываем швы, находим здесь середину этого поясочка и середину этой части. Точно так же складываем по швам спинку и перед, находим середину, отмечаем здесь и здесь. Теперь надо совместить контрольные точки. Вот здесь у нас есть окошечко. Оно должно быть обязательно изнутри. Поэтому, когда будете прикладывать, обязательно проверьте
в пришитом виде. Вот оно у меня внутри. Соединяем середину. Этот шов с серединой переда или спинки, откуда начнете. Так, этот соединяем здесь, с этой стороны. Совмещаем вот эти контрольные метки. Выравниваем по длине, натягиваем поясочек. Вообще они у нас должны быть одинаковой длины, мы же по пояску кроили, поэтому они одинаковой длины. Ну и все, прикололи по всей длине и пришиваем либо на швейной машинке, либо на оверлоке. Пристрочила и прогладила. Теперь резиночку я уже отмерила, отрезала ее. Теперь при помощи булавки я вставлю. Я не люблю вшивать, потому что потом изменить эту резинку по длине, надставить или укоротить будет почти невозможно. Бывает так, что здесь просто проталкиваешь, и кончик этот залетает туда вовнутрь. Чтобы упростить всю работу, в таком случае мы за эту булавку вытащим ее с этого конца. Здесь можно застрочить на машинке, как вам удобнее. Ну, вот бриджики готовы. В принципе, это займет у вас не больше 2 часов. Вы получите удовольствие от этой работы, получите замечательный костюмчик. Ну, про экономию денег. Экономия денег здесь вот для меня лично стоит на последнем месте, потому что я получаю удовольствие от самой работы.